Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про истории женщин, которые бросили своих мужчин, мужей, и потом об этом очень пожалели и захотели вернуть. Психологи говорят, что это достаточно частая история, когда женщина обращается именно с такой проблемой и ищет решение, как мужчину вернуть обратно. Вот сегодня об этом буду говорить. Ну вот, например, история. Женщина бросила мужчину, потом обнаружила пропажу и говорит о том, что я плачу вечерами, я не могу прийти в себя, как мне его вернуть. Это самый родной и любимый человек. Мужчина же не игрушка. Отдал, потом снова вернул. И вот здесь вот встает вопрос, почему об этом нельзя было подумать раньше? Чем руководствовалась женщина, когда принимала такое решение? Ну, такой вот часто деструктивный такой характер несет поведение, вот как раз-таки, когда женщина бросает, а потом хочет вернуть. Когда женщина бросила, и мужчины говорили о том, что там, не уходи, но женщина все равно, даже где-то, может быть, пожестче хотела мужчине показать, что она уходит так красиво, что она уходит в лучшую жизнь, нашла лучшего мужчину. И часто бывает, что, ну, во-первых, нужно понимать, что если женщина причиняет боль мужчине, то впоследствии чаще всего так случается, и даже если кажется, что какое-то время все хорошо, но оно потом придет в жизнь, придет это обраточка, придет расплата за то, что вы так поступили с человеком. Это можно на самом деле посмотреть даже, ну, просто вот по историям каким-то публичным, когда женщина, например, уводит из семьи, и потом этот же мужчина также ее бросает. Понимаете, закон этот, он не отменяется. Например, женщина думала, что как-то вот искры уже не было в отношениях, вот одна история. И она вышла замуж, как-то все это очень быстро произошло, и уже в замужестве поняла, что она не любит этого человека, а любит мужчину, с которым рассталась и с которым долгое время жила. Как бы вот и хочет вернуть обратно, и тоже ночами там все вспоминает о нем. Вот, казалось бы, да, на ровном месте вот так вот женщина, ну, что называется, психанула. И вот историй таких очень много, когда женщина действительно пожалела. Но пожалела женщина почему? Потому что поняла, конечно, что проиграла. И когда женщина пытается вернуть мужчину обратно, мужчины уже не хотят возвращаться. Потом встретили замечательную женщину и все. А вот эта женщина, которая бросила, она в итоге очень много лет, да и вообще, может быть, просто, я здесь не пугаю никого, но просто уже потом никого я вообще не встретила за свою жизнь, которая бы полюбила. В этом-то и смысл — дорожить тем, что у тебя есть. А если ты любишь человека, то просто быть рядом с ним. Для кого-то, да, нужно уйти, вот опять же на собственном опыте это понять. Ну, какие еще истории? Это то, что женщина начиталась книг там по самосовершенствованию своей жизни, или, может быть, на какие-то модные курсы сходила, и прилив сил от этого появился, что все, уже вот этот мужчина, который рядом с ней, он ничего не получится с ним. Вот пожелания уже такие появились у женщины: яхта, дорогая машина, ну, в общем, все предметы роскоши. И женщина поверила, что вот она свизуализирует, нужно только вот расстаться с этим мужчиной, она свизуализирует и в дальнейшем встретить такого. Она сказала, что все, я разлюбила тебя. Часто тоже вот женщина говорит: я разлюбила, потом проходит время, когда женщина хочет вернуть, но мне показалось, или вот это был поиск себя там. Но, понимаете, как женщины почему-то думают, что мужчины должны терпеть все их
разные 7 чудес света, 7-10 тысяч раз смен настроений в день. Здесь ей показалось, там она не так почувствовала, или наоборот, что-то она почувствовала, то, что не связано с ее мужчиной. Ну и очень много лет женщина в итоге была одна. Связывала она тоже там с годами, то, что вот раньше было столько мужчин рядом, а вот в этот период как-то никаких кавалеров достойных. И так вот она так давала оценку этой истории, что не ценила она, поспешила, понадеялась на какое-то вот... Есть хорошая же поговорка, да, наша, цыплят по осени считают. Она, может быть, не супер там сюда вяжется в это видео, но тем не менее, понимаете, она там себе уже все нарисовала, да, а по факту ничего не получилось. И вообще, если задуматься, что... не каждому вообще в жизни дается любить. Это большой-большой дар, и когда люди еще вот им встречается человек, вот как потом, да, вот с этой душой, сердцем, вот это все осталось с этим человеком. Так это ценить надо, не бросаться и уходя, понимать, что дверь, которую вот ты закрываешь за собой, она потом не откроется. Но это вот похожие очень истории с одинаковым концом. Потом говорят, какая я была глупенькая, бросила отличного мужчину, он так заботился и любил меня. И я бы как сказала, не делать ставку, что вот новый человек обязательно привнесет все самое лучшее в жизни, а потому что это может быть очень ошибочно. Человек окажется совершенно другим, и все пойдет под наклонную, в другую перспективу, не в которую женщины ожидали. Я достаточно много таких историй знаю, когда женщина ушла от хорошего мужчины, думала, что сейчас жизнь заиграет новыми красками, а на самом деле получила только одни проблемы и разочарования. Вот чем разумнее люди будут поступать, тогда один человек другому не захочет делать больно или назло, или как-то подставлять его. Даже касаемо просто в жизни. Чем больше мы будем думать о том, что в первую очередь это нам потом вернется, тем больше будет гармоничных отношений. Часто сердце само подсказывает, с каким человеком нам будет хорошо. Слушайте свое сердце. Быть верным – это решение человека, и это решение за нами. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.